Всем привет! Хочу поделиться с вами очень вкусным, мягким и простым в приготовлении кексом. Кекс готовится очень легко и быстро. Даже миксер для этого не нужен. Надеюсь, вам кекс понравится и вы его приготовите. Пишите свои отзывы в комментариях. Все готовится очень быстро. Если у вас долго разогревается духовка, то сразу ее включите на 180 градусов. В миске соединяем яйца, щепотку соли, сахар, ванильный сахар или ванилин. Все перемешиваем венчиком до однородности. Добавляем растительное масло без запаха, сметану. Еще раз все перемешиваем до однородности. Отдельно смешиваем муку и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем. И добавляем в тесто. Тесто перемешиваем. Долго перемешивать тесто не нужно. Оно должно получиться вот такое вот однородное, густое. По желанию на этом этапе в тесто можно добавить изюм, курагу, орешки. Кекс я буду выпекать в металлической форме диаметром 23 сантиметра. Также можно использовать другую форму для выпечки кекса. Форму я смазываю сливочным маслом. Если у вас форма металлическая или стеклянная, то обязательно надо смазать сливочным маслом. Выкладываем тесто в форму. Я буду выкладывать ложкой, так как тесто очень густое. Выровнять поверхность теста ложкой. Сверху выкладываем ягоды. У меня это замороженная малина. Предварительно размораживать ее не нужно. Если вы еще не включили духовку, включите вверх-вниз 180 градусов. По желанию кекс можно украсить штрезельной крошкой. Сахар добавляем щепотку соли, высыпаем в муку. Также добавляем холодное сливочное масло. Все это нужно перетереть в крошку. Однородности добиваться не нужно. Пусть попадаются небольшие кусочки сливочного масла. Равномерно распределяем крошку по поверхности теста, чтобы прикрыть ягоды. По желанию сверху можно еще посыпать миндальными лепестками, либо орешками. Выпекаем кекс в духовке, разогретой до 170-180 градусов, 30-35 минут. Готовность кекса можно проверить деревянной палочкой. Она должна выходить сухой. Я этого не делаю, так как пеку этот кекс очень часто и знаю, что он пропекся. Кекс получается очень мягким, воздушным, пышным, в меру сладкий и очень вкусный. Особенно я люблю верхнюю хрустящую, ароматную, рассыпчатую крошку. Очень-очень вкусно. Надеюсь, вам такой кекс понравится и вы его приготовите. Пишите свои отзывы в комментариях. Я этого очень-очень буду ждать. Всем приятного аппетита и до новых встреч на моем канале. Давайте готовить вместе.